Я нахожусь сейчас в Чанаккале. Это город, который находится рядом с Древней Троей. Завтра собираюсь отправиться в Древнюю Трою. В городе есть замечательный памятник, который наверняка все или многие из вас помнят. Это конь из художественного фильма «Троя» с Брэдом Питтом. Он здесь красуется на площади. И сейчас я вам его покажу. Такой вот красавец. В 30 километрах от Древней Трои, в центре турецкого города Чанаккале, расположенного рядом с Дарданельским проливом, можно увидеть современную интерпретацию легендарного троянского коня. Созданный из стали и стекловолокна, высотой 12 метров и весом 12 тонн, он поражает своим внушительным видом. Этот троянский конь не древний артефакт, а голливудский реквизит из художественного фильма «Троя» 2004 года, снятого в жанре мечи и сандалии. После съемок фильма «Троя», где одну из главных ролей сыграл Брэд Питт, конь был подарен Турции. 10 лет греки держали Трою в осаде. И вот только благодаря этому коню они смогли захватить этот город. Сейчас я пройду по городу. Там вот впереди есть музей на месте древнего туалета. Может быть, что-то там будет интересное. И уже после этого я планирую направиться в саму Трою. Она здесь где-то в 30-40 километрах. Я уже нашел, как туда добраться. Местные жители предлагают на такси ехать, но на такси это очень дорого. Поэтому я, скорее всего, поеду на автобусе. К сожалению, Троя не раскопана, то есть она не восстановлена, как, допустим, Эфес. И, скорее всего, там будут просто одни холмы и все. Ну, может быть, еще какие-то стены. Так что идем в музей, посмотрим, что тут есть. Может быть, там тоже есть щиты, я вам покажу. А вы пересмотрите фильм «Троя» с Брэдом Питтом и посмотрите, как он этот свой щит лихо так закидывал себе за спину и как они там в горочку бежали. Мне очень интересно, как можно бежать в горку с весом 50 килограмм. То есть полное снаряжение воина, я читал, где-то в районе 35-50 килограмм. Но я с рюкзаком 27 килограмм не могу бежать в гору. Мне Чанаккале, кстати, очень сильно понравился. Достаточно уютный такой городишко. Чем-то напоминает Калкан. По скалам подняться. Вот оттуда снизу потихонечку так поднимаешься. Финальный аккорд. Нужно вот залезть на этот камушек аккуратненько с рюкзачком 24 килограмма. Такой тихий, спокойный. Все как бы на своих местах стоит. Я подошел к музею. Написано, что бани были, а не туалет. Ну, давайте посмотрим, что внутри. Ой-ой-ой. Я вот не понимаю, древние люди, они были маленькие такие, потому что вот эти вот проходы все, если посмотреть, вот эту верхнюю часть, ну, если подняться, они будут, ну да, нет, я не пройду. То есть вот я в этот дверной проем пройти не смогу. Здесь что у нас? Здесь краники. Ну, интересное место. Но чтобы вот прям выделить для него, если у вас мало времени, если вы здесь одним днем, то, наверное, можно этот музей пропустить. Второй этаж. Ну, я так понимаю, это что-то уже современное. Тут вот на камнях они тут что-то нарисовали. Ну да, это, наверное, поделки детей. Вот, это вот достаточно интересная работа. Пока иду на остановочку, покажу набережную. И вот я заметил, на той стороне там стоит крепость. Очень такой интересная форма. Вот если прямо смотреть. Ну а так вот выглядит набережная. Красивое место, хорошее такое, прям уютное место. Единственный минус здесь это вот ветра, которые вот идут отсюда. Говорят, что они с Стамбула идут. Холодно, особенно ночью здесь очень холодно. Хожу к остановке.
откуда можно уехать в Трою. Естественно, я сейчас запишу кругляшок и выложу геолокацию в своем телеграм-канале. Кому интересно, цена вопроса до Трои из Чанаккале всего 100 лир. Так выглядит стоянка. Это мост. И вот отсюда вон автобус стоит, который поедет в Трою. Они идут здесь каждые 2 часа. Последний будет в 5:30. Вот оно, это место. Вот расписание. На автобусной остановке я пообщался с местными. Автобус действительно отправляется в 3:30, а последний назад возвращается из Трои в Чанаккале в 5:30. За час мало что можно увидеть, так что оставил это все дело до завтра. Завтра я поеду в Трою, посмотрю все там и дальше уже буду думать по поводу завершения своего путешествия по Турции. Почему? Отвечу на этот вопрос. Дело в том, что моя виза, по одним данным, она уже просрочена. И меня, последнюю неделю постоянно останавливают жандармы, проверяют документы, что-то там куда-то звонят все время, с кем-то там общаются. Вот, поэтому я думаю, что я уже хожу по грани. Сегодня я пообщался с жандармом, с полицией по-русски. Спросил у него, что делают с нелегалами в этой стране. Он мне объяснил, что нелегал отправляется в какой-то лагерь, в котором он может находиться неопределенное время, после чего его депортируют. Честно сказать, в лагере я бы не хотел сидеть. Я хотел еще заехать в Ассос. Ассос — это древний город, в котором жил Аристотель. Крутой чувак. И хотел посмотреть этот древний город, а он находится за Троей. То есть до него еще 100 километров. Не знаю. Если в этот раз не получится, ничего страшного. Первый сезон начнется, я думаю, что сразу же. Но уже немножко в другом формате. Но в Турцию обязательно надо вернуться. Потому что Турция очень большая, она очень интересная. Здесь очень много мест. Возможно, через посольство можно будет как-то организовать какие-то документы, чтобы там не по 3 месяца. 3 месяца — это очень мало. Ладно, что-то я заболтался. Давайте я вам покажу старый город Чанаккале. Классное место. Прям рекомендую. Кстати, Чанаккале один из немногих городов, где люди читают. Здесь очень много книжных магазинов. А в других городах я такого не видел. Главная площадь с такими вот часами. Вечером они подсвечиваются. Уютное место. Ну и все. Подписывайся. Подписывайся, дружок-пирожок. Давай, подписывайся, я же жду. Жду, когда ты подпишешься. Все, теперь надо лайк поставить видео. Нажать на колокольчик. Всему тебя учить надо, а? Честное слово. И комментарий пиши давай. Давай, на связи. Завтра едем в Трою. С утра. Указатель показывает, что Троя через 500 метров. И здесь у нас воссоздана картина сыр-бора из Елены Прекрасной. Давайте я вам сейчас быстренько покажу здесь все. Значит, вот, собственно, у нас Елена Прекрасная, наша красавица. Поворачивайся к нам. Но я хотел, конечно, показать вам абсолютно другое. Вся эта вот история с аргоносцем, она мало интересна. Бум! Вот он, красавец. Троянский конь. Я так понимаю, можно внутрь подняться. И потом с шашкой наголо, как Ахиллес, выпрыгнуть с коня и пойти спасать красавицу Елену.